Пилоты самолета, капитан Эдвард и второй пилот Том, были сильно удивлены, когда их борт неожиданно окружили сотни птиц. Пассажиры, напрягая шеи, пытались выглядывать в иллюминаторы, чтобы понять, что же произошло. Первые мысли – это, конечно, какая-то ошибка или игра воображения. Небо было ясным и ничего не предвещало беды, но через несколько минут стало ясно, что запутаться в облаках пернатых созданий – это не шутка. Эдвард, имея за плечами более 10 лет налета, и Том, его верный напарник, начали давить на управление, плавно кратковременно меняя курс в надежде спугнуть надоедливых пернатых. Но как бы они ни старались, птицы продолжали упорно следовать за ними. Сначала это были лишь несколько стай, но вскоре к ним присоединились новые, такие же настойчивые. «Что происходит?» – прошептал кто-то из пассажиров, голосом полным опасения. Люди начали переглядываться, их лица покрылись тревогой. Плотление птиц в небе создавало впечатление чем-то средним между зловещей вестью и необъяснимым безумием. Глядя в окно, Эдвард ужаснулся, когда понял, что небо вокруг стало черным от огромного количества птиц, которых, казалось, не было конца. Он даже почувствовал, как пронзительное ощущение страха стало охватывать его сердце, когда его разум попытался осознать, что препятствием могут стать не только облака и небесная синь, но и эти безумные создания. Капитан попытался оставаться спокойным, но внутри его заволакивало мрачное предчувствие. Движения птиц становились все хаотичнее, их жесты казались отчаянными. Они словно пытались донести какое-то предупреждение и, казалось, были полны страсти, чтобы вернуть борт обратно к земле. «Я свяжусь с диспетчерами», — сказал Эдвард, пытаясь взять на себя контроль ситуации. Он быстро наладил связь, извлекая чересчур много информации из готовящихся событий. «Да, капитан, вы должны поменять курс на ближайший аэропорт. Удачи вам», — произнес голос диспетчера. Его слова звучали так, как будто те предостерегали о грозящей опасности. Словно в ответ на их слова, птицы снова декламировали свои права на небо вокруг самолета. Они стали действительно агрессивными, резко пикируя и бросаясь в разные стороны. Это напоминало жуткие сцены из фильма о зомби-апокалипсисе, где ожидания оборачиваются кошмаром. К тому времени, когда Эдвард и Том развернули борт к ближайшему аэропорту, было ни много ни мало, а каждый из них осознавал всю серьезность ситуации. Никакие маневры не помогали. Птицы продолжали атаковать их, и их зловещие крики эхом раздавались в командной кабине. Настоящую опасность представляла одна из них, которая объединила себя с другими в грозный поток. И любой необдуманный маневр мог закончиться настоящей катастрофой. Понимая, что в любой момент одна из стай может попасть в двигатель, капитан решил действовать. Одна из птиц, воспринятая как угроза, неожиданно влетела в один из двигателей. Раздался глухой хлопок, и самолет встряхнуло, как будто на нем провели мощный сеанс тряски. Эдвард, ощущая холодный пот, задал вопрос: «Как мы сможем продолжать?» «На одном двигателе, вряд ли», — крикнул Том. Его голос терял уверенность. В этот момент весь экипаж и пассажиры замерли. Внезапно они поняли, что судьба самолета сейчас зависела от хладнокровия пилотов. В момент, когда стало ясно, что самолет не дотянет до ближайшего аэропорта, Эдвард принял решение делать невозможное – попытаться приземлиться прямо на море. Смерть могла ждать их, но еще оставалась надежда на спасение при удачной посадке. «Затаите дыхание!» – прокричал он. Их сердца забились в унисон с натисками пилотируемого мира. Наступила тишина, которая предшествовала взрыву, и на неожиданность всех самолет приземлился в море. Стихия стихла, и воздух наполнился тишиной, прерываемой только легким шумом волн. Эдвард с Томом обменялись взглядами, в которых можно было прочитать удивление. Однако реальность была такова,
что вскоре на борту раздались неистовые крики. Параллельно с вечерней нитью реалий пассажиры начали поспешно покидать свои места. Каждый хотел выбраться из обломков, но они столкнулись с неожиданной преградой. Огромное количество агрессивных птиц сворачивало вокруг них, проявляя все признаки враждебности. Их тупые клювы оскаливались, как зубы голодного зверя. «Осторожно!» – закричал Эдвард, но было слишком поздно. Пассажиры, не слыша голоса, решили, что лучше избавиться от спасательных жилетов и занырнуть под воду, нежели подвергнуться возможной атаке пернатых. Драма развернулась в ярких красках, но действительность была в тени. Тем не менее, экипаж уже отметил, что птицы меньше внимания уделяют им и сосредотачиваются на чем-то более интригующем. Они прыгали, порхали, царапали, стараясь попасть в багажный отсек. Это было неожиданным поворотом событий, и вопрос «почему?» закрались в умы всех. Спасатели из береговой охраны не заставили себя долго ждать. Пилоты постоянно поддерживали связь с диспетчерами и своевременно предупредили местные службы о том, где произошла посадка. Спасатели отработали свои маневры, уверенно вылавливая всех пассажиров, которые, несмотря на неудачу ситуации, в итоге остались живы. Но драма не окончилась на этом. Когда спасательные катера начали отсоединяться от места крушения, несколько человек, в том числе Эдвард и Том, все еще обменивались озабоченными взглядами, когда в этом водном баре снова появились те самые птицы. Их детские крики напомнили о сложностях и неразрешимых вопросах. Для многих стало полной неожиданностью, когда появились следователи, желающие выяснить истинные причины катастрофы. Разумеется, первыми допросили Эдварда и Тома, которые долго делились приемами работы и бесстрашно отвечали на вопросы. Единственное, что их беспокоило, это темный уголок багажа. Полиция мгновенно задержала всех пассажиров, пока шло расследование. Каждый был должен объяснить все свои действия. Однако часть допроса потенциально обострилась, когда следственные службы связались с предыдущими личностями. Случай обеспечил их информацией о контрабанде запрещенных веществ. И когда выяснили, что на борту находился человек, только что вышедший из тюрьмы, подозрения начали обрастать факторами. Мужчина, Джеймс, открещивался от всех обвинений. Он, словно заложник талантливого исполнителя, не имел никаких благоприятных перспектив. Вены его шеи вздувались от напряжения, а глаза упрямо не желали доверять ни слову следователей. Полицейские ждали, когда самолет наконец достигнет берега, чтобы проверить содержимое багажа. Когда самолет оказался на берегу, следователи поспешили к нему. Птицы неудержимо кружили вокруг, как только сирены, оглашающие состояние порядка, стихли. Из багажного отделения доносились непонятные звуки, тихие, но настойчивые. Коллеги по работе и помощь природы встретились в этом странном изумлении. Открыв ящики, полицейские были шокированы. Они нашли сотни экзотических птиц, наркотики и, скорее всего, сувенирные товары, случайно захваченные экономикой. Некоторые из них, увы, не пережили полет, а другие, вероятно, были уже на грани гибели с испуганными криками, стремительно устремляющимися в небеса. Не удовлетворившись просто находкой, следователи выяснили, что Джеймс замыслил свою контрабанду, сначала усыпив птиц, прежде чем их поместили в ящики. В результате его действия привели к тому, что определенное количество птиц проснулось в полете, и, как показали бы исследователи, именно они восстали против пилотируемого суда. Каждый из очевидцев происходящего был потрясен, отразив свой взгляд на совершенно слаженные действия птиц, как будто они не подтоены различным затемнениям, которые уже стали частью обычной жизни. Удивительные истребления того, что должно произойти, превратились в сильный посыл для всех тех, кто в них участвовал. Ворота для Джеймса закрылись, и он снова отправился за решетку, где его ждали старые друзья. Безумная жажда свободы теперь разрешалась только через секундантские перспективы окружающей жизни. Люди, наблюдающие за всем этим актом, ощутили, как замедляется время.
Все они остались под впечатлением от показательного урока, который поднесла природа, когда отчаяние и организованность встретились лицом к лицу. Через несколько дней, когда проходимость птиц убавилась и небо расступилось, мы все же можем заглянуть в нечто большее. «Это был необычный полет», – произнес Эдвард задним числом, когда они создали новый отчет, и легкая улыбка нашлась на его лице. Осознание того, что они стали частью необыскусного сюжета, которое обернулось чем-то невиданным, обретет новые оттенки. Завершая эту историю, каждый из нас может оценить, что даже за простыми действиями может скрываться сложнейшая структура, которая представляет тихую защиту координатам между небом и землей. Эти узоры взаимодействий станут не только пометкой к воспоминаниям историй, но и важным началом для новых достижений. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.